Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2022 года. Помогут мне сегодня в этом Таро «Красота ужаса», а также Ленорман «Силуэт». Колоды, которые будут смотреть и показывать, кому они подарят радость, кому какие-то удивления, потому что смотрю на предстоящие знаки зодиака, которые снимала перед вами. Это, знаете, кому-то в масть, кому-то в сласть, а кому-то, конечно, там такие кардинальные перемены. Поэтому будем смотреть, что же ожидает вас. Итак, весы. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендация от карт. Арканы все перед вами. Надеюсь, вам хорошо видны. Давайте с вами приступим. Так, общие энергии. Общая энергия у вас семерка жезлов. Карта защиты. Отстаивание своих интересов, личных границ, своей точки зрения, своего авторитета, своих идей, своих принципов. У каждого это будет свое. За что конкретно вы будете бороться, значения не имеет. В любом случае, как показывают арканы, у вас здесь преимущество. Потому что вот этот вот зомби, видите, одной ногой в гробу. То есть у него в данном случае это зона комфорта, то есть там, где он живет, там, где он находится, отстаивать свою территорию. Поэтому здесь, это знаете, как иметь какие-то дополнительные факторы защиты. Если смотреть от чего, вот рыцарь мечей, в прямом смысле слова, у кого-то защита от боевых действий, у кого-то защита от... ситуации могут быть разные, потому что люди мне смотрят в разных точках мира, поэтому воспринимайте информацию, пожалуйста, адекватно. То есть у кого-то действительно защита от разбоя, от рэкета, назову это так, от вымогательства, либо от попыток что-то с вас взыскать. То есть в любом случае это дать отпор. Жесткий, молниеносный. Кому конкретно, тоже вопрос другой. Это даже могут быть какие-то очень серьезные конфликтные ситуации с соседями, когда вы оспариваете территорию, либо границы ваших владений, там, земельного участка, либо даже на одной лестничной клетке, когда вы там спорите, где кто что ставит. То есть это жестко, безапелляционно, знаете, как отстоять свою точку зрения. Если же мы посмотрим вопросы работы, то у вас здесь падает аркан дьявол. Как вы знаете, это карта одержимости, карта зависимости, карта искушений. И, конечно же, для каждого из вас она будет также звучать разными тонами. Вот для тех, кто у нас не работает и работать по ряду причин не может, то есть вы домохозяйка, или вы в декрете, или вы не работающий пенсионер, то для вас это в какой-то степени это зависимость, сладость, потому что здесь финансовая помощь или поддержка со стороны партнера или партнерши. Вам здесь дают обеспечение, поэтому вы здесь получаете зону комфорта. Для тех же, кто у нас работу ищет, то дьявол и восьмерка пентаклей. Работу вы здесь найдете, но не на совсем выгодных для вас условиях. И здесь может быть высокая оплата труда, но заработная плата в конверте. То есть это ситуация, когда вам придется чем-то жертвовать. Если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь... дьявол и туз чаш — это в первую очередь новые возможности, это перспективное, знаете, как для вас какой-то проект, это увеличение заработка, то есть это новый ресурс. Вам могут предложить какую-то дополнительную схему подработки, либо увеличения вашего дохода. У некоторых, не у всех, но все же, это возможность заработать через построение личных отношений с кем-то на службе, потому что, видите, это совмещать приятное с полезным. Ну а в целом, если не брать вопрос личных отношений, то дьявол и туз чаш — это упиваться достижением, своей победой, новыми возможностями. Правда, это будет, может быть, не совсем легальный заработок. Видите, потому что здесь, если смотреть по этим картам, или, допустим, от официальной работы вы будете еще иметь какую-то неофициальную, хотя, допустим, вам этого нельзя делать, потому что вы госслужащий. То есть здесь как обходными путями дополнительно еще получать деньги. Если мы с вами посмотрим финансы, обратите внимание, у вас даже на финансы колесо фортуны, большая прибыль, шикарные возможности, увеличение дохода, рост вашего достатка. Ваши доходы превышают ваши расходы. Удача либо возможности сами идут в руки. Да, конечно, эти доходы у вас могут уйти в расходы, но даже если это будут расходы, то они будут приятного плана. Отдых, путешествие, отпуск,
Если это переезд или смена места жительства, то которые наоборот несут перспективу, несут какую-то удачу. То есть для вас это все ознаменуется, знаете, переменами со знаком плюс. Если мы будем смотреть вопросы здоровья. Вот здесь по восьмерке чаш внимательно, особенно те, кто страдает варикозным расширением вен, у кого проблемы с кровотоком, лимфотоком, сосудами, потому что в ноябре эти проблемы могут обостриться. Поэтому не затягивайте, если у вас есть к этому предпосылки, старайтесь заранее это все предотвратить с врачом. Вопросы личной жизни, умеренность, зона комфорта, наслаждаться текущим моментом. Наслаждаться текущей ситуацией, получать из нее максимум. Это, знаете, такой плодотворный период, где сама Вселенная благоволит вам. Во-первых, как мы видим, какое количество старших арканов и сколько значимых сфер жизни. То есть это, знаете, как ваш новый личный персональный год. То есть для вас это новый цикл, новый этап, новые возможности. Хорошо. Для тех, кто у нас свободен. Здесь умеренность и семерка мечей. Это зона комфорта, это, знаете, как сам себе хозяин или сама себе хозяйка. Это избежать вопросов предательства. Да, это может быть с кем-то общаться, встречаться. Это разовые связи, но вы здесь не будете строить ничего стабильного, потому что вы не хотите здесь жертвовать своей свободой и своей зоной комфорта. То есть пока вы к этому не готовы. И если вы находитесь в любовных треугольниках, то здесь останется все без изменений, потому что, смотрите, умеренность и восьмерка мечей. Меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад. Ситуация вас пока устраивает, может хотя бы в рамках этого месяца. И для себя вы не считаете нужным здесь что-то менять. Либо копаться в ситуации, выяснять взаимоотношения, пытаться менять статус вашего союза. Это, знаете, по принципу и так хорошо, поэтому нет смысла ворошить данный вопрос. И если же у вас стабильные связи, то умеренность и король чаш. Это упиваться времяпрепровождением друг с другом, это наслаждаться обществом друг друга, это радоваться, это взаимный отдых, это совместное времяпрепровождение. То есть здесь получать всевозможную отдачу, в первую очередь энергетическую друг от друга. Поэтому карты здесь замечательные. И что у нас в плане совета и рекомендаций? У нас здесь ложится паж мечей. Карта аналитики, карта стратегии, карта, в первую очередь, знаете, как сбора и обработки информации. Так вот, если посмотреть в целом, это в большей степени будет касаться вопросов работы, заработка, легализации ваших доходов и вашей профреализации. То есть вот на это нужно сместить ваш акцент. Если это вопросы здоровья, то это просто как предвидеть какие-то проблемы и постараться их купировать на этапе их развития. Но месяц для вас благодатный. Вот если сравнить с остальными знаками зодиака, которые были до вас, это просто песня. Поэтому здесь даже сетовать не на что. То есть у вас действительно все замечательно. Посмотрим неожиданность предстоящего периода. Что у вас здесь? Букет, дерево. О, якорь. Ну вот видите, я говорю, не зря работа и бизнес. Так оно по картам и вышло. И дно колоды у вас здесь еще медведь. Покровитель, возможности, поддержка. Итак, букет, дерево и якорь. Естественно, это стабилизация вещей в плане работы. То есть даже если вы не работаете, то это надежная опора, поддержка на длительный период. Но в первую очередь это касается вопросов взаимоотношений. То есть поддержка или помощь от вашего партнера или партнерши. Если это касается здоровья, улучшения качества жизни, улучшения состояния здоровья, даже если заболевание здесь в хронике, то это, знаете, как ввести его в стадию ремиссии. Если это вопросы работы, это получить выгодный проект, это упрочить свои позиции на предприятии, либо на какой-то фирме, это расти карьерно. Ну, конечно же, это, видите, новые перспективы, которые несут, я не могу сказать, что глобальные заработки, но в большем масштабе, нежели вы до этого зарабатывали. Поэтому пусть так и будет. Не будем омрачать картину, здесь все замечательно. Я же говорю, и такое количество старших арканов, поэтому радуйтесь жизни, получайте удовольствие от жизни, пусть сама удача вам способствует, вам благоволит, ну и Вселенная отвечает вам на ваши запросы, дарит вам эту зону комфорта. Вот таким у вас вышел расклад на этот месяц. От вас по прошествии периода, как всегда,
Жду обратную связь, не забывайте оставлять ее в комментариях. Для тех же, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео. Я вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь, до новых встреч!